Представьте ситуацию, вы стоите перед выбором новой машины, и вокруг снова одни кроссоверы. Большие, высокие, практичные, но уже немного одинаковые. Кажется, будто других форматов уже не существует. И тут рядом с тобой появляется седан. Низкий, собранный, с выразительной оптикой и тем самым ощущением удовольствия от каждого километра. И вот вопрос: вы из тех, кто все еще считает, что седаны ушли в прошлое? Или все-таки есть сомнения? Потому что скоро на рынок выйдет машина, которая вообще-то не пытается быть как все. Это не очередной высокий паркетник и не скучный седан для такси. Встречайте, Geely Galaxy Starshine 7. Новый гибридный седан, который становится чем-то средним, но по амбициям совсем не средним. Потому что в линейке уже есть Starshine 6, более массовый и понятный вариант. Есть крупный с индексом 8, а теперь между ними появляется тот самый баланс. И именно Starshine 7, по задумке Geely, должен стать технологическим флагманом и одновременно глобальной моделью, которую уже даже вывозили в Европу на тесты. И если кроссовер – это про универсальность и на все случаи жизни, то седан – это про ощущения за рулем. Про контакт с дорогой, про более собранную езду и ту самую эмоцию, которую не всегда дают высокие кузова. А теперь добавьте сюда гибридную силовую установку, полный привод, современные технологии и при этом стартовую цену около $16 500. И это еще предварительная цифра. А значит, в финале она вполне может оказаться еще интереснее, учитывая привычную стратегию китайского рынка. И вот тут самое интересное, что именно делает Starshine 7 настолько уверенным, что его уже готовят как глобальную модель. И выводят в прямую конкуренцию на родном рынке с BYD, Changan и Chery в одном из самых насыщенных сегментов – гибридных седанов. На первый взгляд кажется, что Galaxy Starshine 7 легко перепутать с шестеркой этого бренда или даже с новым Geely Emgrand. Стиль знакомый, фамильная линия выдержана очень четко. А вот стоит присмотреться внимательнее, и начинается самое интересное. Передняя часть сразу цепляет взгляд. Здесь стоит крупная хромированная решетка радиатора с вертикальными ламелями. Вроде бы классика, но с таким современным акцентом, что машина уже выглядит дороже, чем ожидаешь. Головная оптика получила оригинальную диодную начинку. Сзади тоже есть интересный акцент. Сквозная полоса фонарей. Внутри них есть светящаяся синяя секция. Похоже на намек на автопилот или продвинутые ассистенты, хотя, что интересно, лидара над лобовым стеклом здесь нет. Если говорить о пропорциях, то здесь все достаточно классически. Никаких экспериментов с формой кузова. Традиционные дверные ручки, спокойный силуэт, без перегибов в футуризм. Но при этом бамперы у гибридного седана полностью переработаны, и это уже добавляет свежести в образ. А завершает картину выбор колес – 18 или 19-дюймовые многоспицевые диски. Новенький седан по габаритам выглядит как довольно крупная и солидная машина. Длина почти 5 метров, если точнее 4958 миллиметров. Ширина – 1915, высота – 1505, а колесная база – 2852 мм. Дорожный просвет здесь составляет 125 мм, но не стоит делать поспешных выводов. На практике такие модели для других рынков часто адаптируют, и клиренс обычно увеличивают, чтобы лучше соответствовать местным дорожным условиям. Шасси, настроенное при участии инженеров Lotus, построено на архитектуре GA Evo и ориентировано на баланс управляемости и комфорта. Здесь сочетаются пятирычажная независимая подвеска и адаптивные амортизаторы с переменным демпфированием, а распределение мощности по осям близко к идеальному 50/50. В поворотах система мгновенно подстраивается под манеру езды, усиливая внешнюю поддержку и эффективно контролируя крены кузова. Рулевое управление точное и предсказуемое, а задняя ось уверенно следует за передней, создавая ощущение цельного и собранного поведения автомобиля. В итоге седан ощущается легким в управлении, несмотря на свои габариты почти 5 метров и массу около 1800 килограммов. Комфорт семейного автомобиля здесь сочетается с поведением, близким к спортивному.
Система стабилизации при проколе шины срабатывает практически мгновенно, за доли секунды. Автомобиль успевает полностью выровняться даже при потере давления в колесе, не давая ситуации выйти из-под контроля. В салоне седана все знакомо по фирменному стилю Geely, но есть несколько акцентов, которые цепляют взгляд. Перед тобой два раздельных экрана, 10-дюймовая цифровая приборка и большой 15- и 6-дюймовый дисплей мультимедиа. Все выглядит минималистично, но при этом современно, без перегруза лишними деталями. В старших версиях предусмотрен проекционный дисплей на 16,6 дюйма. И плюс сюда добавили интеллектуального ассистента Ева, это такой цифровой компаньон с визуальным аватаром, чем-то напоминает Noumi в автомобилях NIO. Селектор коробки передач перенесли на рулевую колонку, и сразу освобождается центральный тоннель. Появляется место под беспроводную зарядку, блок физических кнопок и скрытую нишу для мелочей. Практично. Более чем. По комфорту здесь прям старались. Передние и задние сиденья могут быть с подогревом, вентиляцией и даже массажем. А управление климатом и функциями второго ряда вынесли в отдельный сенсорный экран в подлокотнике. Да, это уже тот уровень комфорта, когда ловишь себя на мысли. Дорога как будто уходит на второй план, а выходить из машины совсем не хочется. Плюс для правого заднего пассажира предусмотрен складной столик. По пространству все тоже неплохо. За счет увеличенной колесной базы сзади действительно много места для ног. Но есть и минус, если рост около 1,90 м и выше, по высоте уже может быть не так комфортно. По атмосфере тоже не обидели. Тут есть амбиентная подсветка, аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, включая динамики в подголовниках передних сидений, двойные стекла для тишины, ароматизация салона и панорамная крыша. И, наконец, багажник. 541 литр в обычном состоянии. А если сложить задний ряд, уже 988 литров. И здесь стоит отметить еще один очень важный момент. Автомобиль получает комплекс ассистентов водителя G-Pilot H3 с возможностью навигации при помощи автопилота на автомагистралях. Ну а теперь давайте перейдем к самой вкусной части – силовой установке этого седана. И вот здесь действительно есть о чем поговорить. Потому что на выбор предлагают сразу 4 комплектации, 3 из них идут с передним приводом и 1 с полным. А в основе всей системы лежит фирменная гибридная технология Geely Tor 2, дополненная элементами искусственного интеллекта, который помогает оптимизировать работу силовой установки и общую эффективность автомобиля. И если объяснить просто, это попытка собрать лучшее из всех миров в одном автомобиле. Хочешь ехать как на электромобиле? Пожалуйста. Нужна дальность без зарядки? Без проблем. Есть бензиновый двигатель, который всегда подстрахует. Либо подзарядит батарею, либо напрямую подключиться к приводу через одноступенчатую трансмиссию DHT. Под капотом 1,5-литровый атмосферный двигатель на 112 сил и 136 ньютон-метра. Но главное тут даже не мощность, а эффективность. Тепловой КПД 47,26%. В переднеприводных версиях этот ДВС работает в паре с электромотором мощностью 190 лошадей. И в сумме мы получаем уже вполне серьезные цифры – 302 лошадиные силы и 376 ньютон. Разгон до сотни – 7,8 секунды. Максимальная скорость – 185 км в час. Батарея собственной разработки Aegis Brick на 28,3 кВт-часа позволяет проехать до 170 км только на электротяге. А расход топлива меньше 4 литров на 100 км. Причем все данные по циклу WLTP, то есть максимально приближенные к реальной эксплуатации. Полноприводная версия – это уже совсем другая история. Тут к переднему электромотору добавляется еще один на задней оси мощностью 122 силы. Суммарная отдача системы – 424 силы и 526 ньютон-метра. Разгон до 100 км в час занимает 5,4 секунды. И при этом он не превращается в прожорливого монстра. Расход топлива заявлен около 4,2 литров на 100 км.
Максималка – 190 км в час. Батарея осталась той же, что и у переднеприводных версий, и на электричестве машина может проехать до 165 км, бензобак на 60 литров. Общий запас хода официально не раскрывают, но если взять калькулятор и немного прикинуть, выходит цифра около 1600 км на одном полном баке и заряде. Geely Galaxy Starshine 7 уже доступен для заказа и будет предлагаться в 4 комплектациях. Первые автомобили отправятся покупателям уже в конце мая. Теперь по ценам. Первые 3 версии с передним приводом укладываются примерно в диапазон от 16,5 до 18 900 долларов. А вот если хочется по-взрослому, есть версия с полным приводом, и ее оценили примерно в 21 тысячу. И вот в чем фишка этого седана. Geely буквально ломает привычный сценарий «выбери только одно». Обычно ведь как? Либо экономия, но скучная езда, либо комфорт, но расход растет, либо динамика, но страдает практичность. Starshine 7 как раз и создан, чтобы показать, можно получить все сразу. Ну, или почти все. И главный вопрос остается открытым. Это действительно новый баланс в сегменте или просто очень удачная попытка его найти? Но, возможно, именно на таких моделях и проверяется новая логика рынка, когда машина перестает заставлять тебя идти на компромиссы. Ну что, друзья, будем на этом прощаться. Если видео было для вас полезным или просто интересным, поддержите канал подпиской. Это как полный бак перед долгой поездкой. Без вас дальше никак. Напишите в комментариях, что думаете, или поделитесь своим опытом. И если знаете кого-то, кто живет автомобилями так же, как и мы, поделитесь этим видео. Пусть в нашем автопарке станет больше единомышленников. Увидимся в следующем видео на нашем канале.